Привет, друзья! Весна не за горами, и я предлагаю в этом мастер-классе создать цветочные серьги. Давно у нас не было ничего цветочного, а я предлагаю быстренько исправлять это все. Ну что, приступаем с вами к уроку. В качестве основного цвета я выбрала девчачий розовый такой. Вы можете взять абсолютно любой цвет. Конечно же, размягчаем пластику, подготавливаем ее к работе и дальше раскатываем трость. Трость у меня диаметром всего лишь 8 мм. С одной стороны, обратите внимание, лезвием я как бы прижимаю трость для того, чтобы она в срезе имела каплевидную форму. Дальше мы эту трость нарезаем на срезы. В одном цветке у нас будет 2 ряда, 5 лепестков меньшего размера, и я нарезаю сейчас срезы по 3 мм, и 5 лепестков, это для одного цветка, срезы по 5 мм шириной, это будут лепестки более крупного размера. Дальше каждый из срезов мы немножечко пальчиками разминаем, отдаем тепло, укладываем на ладошку и начинаем стеком раскатывать. Раскатали лепесток, нижнюю часть не трогаем, а широкую часть утончаем. Перекладываем лепесток в вайнер. У меня вайнер гортензии, можете подобрать любой, какой у вас есть. Крупные и маленькие лепестки раскатываем на ладошке одинаково. Проходим по краю, нижнюю часть не раскатываем. Максимально тонким делаем край. И дальше перекладываем в вайнер и придаем фактурный отпечаток на каждом лепестке. Всего нам нужно будет сделать 10 маленьких лепестков и 10 крупных. Теперь я взяла пастель цвета мадженты, пастель поярче, чем основной розовый оттенок глины, и дальше по краю, правда с одной стороны только, делаю легкую тонировку пастелью и в нижней части до центра также легкими мазками, кисточка у меня плоская, синтетическая, также придаю легкий цвет мадженты. Но и обязательно каждому из лепестков нужно придать форму лодочки. Это мы делаем также на ладошке стеком от нижнего толстого края до центра лепестка, протягиваем немножко стеком, и у нас приподнимается лепесток и приобретает изгиб. Дальше у меня нашлась трость с переходом цвета, я ее делала для листочков. Вы можете взять просто зеленую трость, салатовую. В общем, если есть готовые, можете взять любого цвета для листочков. Также каплевидной формы у нас должна быть трость. Отрезаем срез, пальчиками его расплющиваем, опять же передаем тепло, подготавливаем его к работе, дальше укладываем на ладошку и здесь уже начинаем раскатывать с острия. Там, где у нас острая часть листика, лепесток смотрит наверх. И вот мы утончаем край и вот эту острую часть. Нижняя часть опять остается широкой. Раскатали краешек для того, чтобы листик у нас более натурально смотрелся. Дальше перекладываем его в вайнер. Вайнеры я покупала у Kimo for Art, я оставлю ссылочки внизу в описании, вы сможете точно такие же найти, если захотите. Итак, готово у меня 6 листочков, нам хватит 6 листочков и 20 лепестков, как я вам уже говорила, для 2 цветов. Но нам нужно сделать еще маленькие черные тычинки. Используем черную пластику, если работаете с цернитом, это номер 100 из серии Number One. И смотрите, пластика должна быть мягкой, я отщипываю так прям на глаз малюсенькие, вот с размером прям со спичечную головку кусочки и удлиняю их прям на рабочей поверхности. Раскатываю, делаю такие длинные маленькие морковки. С той стороны, где широкая тычинка, я не трогаю и не тонирую это место. А вот где более зауженный хвостик, я тонирую светлой пастелькой. Можно белой, можно какой-то лиловый, как у меня. Немножечко, чтобы это все оттенить. Для основы сережки я буду использовать пины с петелькой длинные по 5 сантиметров. И обратите внимание, тонкогубцами я под верхней петлей отступаю где-то 5 миллиметров и делаю еще достаточно такую крупную петлю. А хвостик пин, остальной стержень, оставляю просто голым. 2 таких заготовки необходимы для того, чтобы вес цветка приходился вот на вот эту вторую петлю, и она надежно держала весь этот вес. Теперь из черной пластики делаем 2 одинаковых капельки. Это будут сердцевины для будущих цветов. Капельки у меня приблизительно по 5 мм в диаметре. Это широкая часть. Мы ее округляем, делаем максимально ровной и сразу сделайте 2 капельки для того, чтобы они были у вас одинаковые по размеру. Теперь беру скальпель, можно это делать лезвием, и смотрите, делаю вот такие вот насечки. Со стороны широкой части капли как бы делю капельку на сегменты, продавливаю бороздочки в таком сначала восьмеркой, а потом в произвольном порядке продавливаю, чтобы поделить нашу сердцевину на много-много таких маленьких сегментов, и центр цветка также смотрелся интересно и сложно. Вокруг нашей сердцевинки мы укладываем тычинки, присоединяем тонкой стороной, той, которая была у нас окрашена пастелью. Тычинки должны возвышаться над сердцевиной буквально там на 3-4 мм. Делаем достаточно
достаточно плотненько их, то есть в 2-3 прохода, 2-3 ряда должны у вас быть, и такая густая наполненная сердцевина у цветка в итоге получится. И действительно будет интересно ее рассматривать, потому что она будет сложно выглядеть. Нам нужно сделать 2 таких сердцевинки. Ну а теперь начинаем собирать уже сами серьги. Я всегда собираю сразу 2 пары, потому что я вижу расположение листьев, элементов и размер, чтобы совпадали. Итак, начнем с листочков. Я в этот раз буду делать серьги с одним запеканием, то есть изнанку мы обрабатывать никак не будем. Поэтому мы сейчас нижней подложкой делаем листочки в количестве 3 штук. Расположила в одной заготовке листики и также расположила в другой. И здесь самое главное, чтобы по центру они скрепились между собой листочки и чтобы скрепились с подложкой, чтобы не ерзали по плитке. Теперь берем проволочные заготовки, пины, которые мы делали с петельками дополнительными, и там, где у нас петелька, я беру точно такой же кусочек зеленой пластики, из которой у нас были сделаны листочки, и облепливаю по периметру эту вторую петлю. Полностью ее залепливаю, сильно большой шарик не делаю, такой плоский. И теперь вот эту вторую петлю мы крепим по центру листочков, в том месте, где листочки у нас соединяются. В верхней части у нас получается петля, которая будет держать швензу. В нижней части у нас голый стержень, потом после запекания мы из этого стержня сделаем также петлю и подвесим там красивую бусинку. Цветочки я буду собирать отдельно, чтобы потом можно было их покрутить, повертеть и перенести уже на листочки. Итак, смотрите, начинаю собирать с крупных лепестков. 5 штук у нас будет лепестков в нижнем ряду. По центру лепестки пересекаются. Обязательно посмотрите, как я прокручиваю шарик для того, чтобы прикатать лепесток к рабочей поверхности. Обязательно должен соединиться нижний ряд с рабочей поверхностью и не ерзать туда-сюда. Мы собрали 5 лепестков, последний лепесток подложили под первый. Старайтесь выбирать лепестки одинаково по размеру, и чтобы лепесточки шли друг за другом на одинаковом расстоянии. А вот лепестки внутреннего ряда, это будут уже маленькие лепесточки, которые укладываются внутри в шахматном порядке по отношению к лепесткам нижнего ряда. То есть на стыковках нижних лепестков укладываются лепестки второго ряда. Точно так же собираем второй цветочек рядышком. Дальше мы цветочки аккуратно лезвием подрезаем и начинаем смотреть и искать им наиболее выгодное положение сверху на листочках. Пока я ничего не приклеиваю, я просто их примеряю и смотрю, чтобы они гармонично, главное, идентично смотрелись друг к другу. Вот если все нормально, вам нравится расположение цветов, тогда по центру в углублении можете стеком прижать цветы к подложке из листочков. Дальше берем наши центральные заготовки, это наши сердцевинки с пучками тычинок, обрезаем узкий хвостик, старайтесь тоже срезать на одинаковом расстоянии, чтобы сердцевины были одинаковые по высоте. Дальше мы в центр цветочков, так для надежности, капаем жидкой пластики, иголочкой в нижней части подхватываем наши пушистые сердцевины цветов и размещаем их внутри цветочков. Дальше можно немножечко по бороздочкам ребром иголки прижать сердцевины, чтобы они более плотно утонули в цветке и более надежно скрепились. Все, цветы отправляем запекать в духовой шкаф. У нас 30 минут запекаются при температуре 120-130 градусов. Цветы достаточно тонкие, в принципе, этой температуры 120 градусов им хватит. После запекания цветы не требуют никакой дополнительной обработки. Изнанка у нас получилась ровненькая, аккуратненькая. И нам с вами нужно будет в нижней части с помощью тонкогубцев из стержня, который торчит, сделать петельку. И в эту петельку на соединительном колечке подвесить бусинку какую-то красивую, подходящую под цвет вашим сережкам. А в верхней части нам с вами останется прикрепить только швензу, раскрыть колечко у пина и подвесить туда какую-нибудь красивую швензу.
Я пользовалась пан-пастелью, я ее в принципе могу не лакировать после запекания, потому что она не смывается. Если вы пользовались какой-то другой пастелью или покраской для тонировки, то обязательно цветы нужно покрыть лаком. Ну вот и все, только посмотрите, как легко и просто можно создать такие красивые весенние серьги, которые будут поднимать настроение и подходить к любому вашему романтическому образу. Друзья, если вам этот мастер-класс понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые мастер-классы. На сегодня это все. Всех вам благ и огромное море вдохновения.